Насколько же в современном мире легко и возможно загнаться по потреблению? Вот я по себе помню, был момент, когда я сидел в туалете и в это же время на Алиэкспрессе листал всякие снасти для рыбалки. В итоге я их набрал столько, что для меня мукой стала сама рыбалка, потому что надо было кучу времени тратить на то, чтобы перебирать это там, перекладывать, готовить. Кучу усилий надо было мозговых приложить, чтобы подумать вообще, на что я сегодня собираюсь ловить. Ну и в итоге как-то даже лень рыбачить-то стало. В рот эту рыбалку. Вот о чем я. А есть ли вообще такие вещи в этом мире, которые вот можно прямо сейчас пойти купить и с уверенностью сказать, что они капитально улучшат вашу жизнь? А мне кажется, что у меня есть для вас примеры, и это видео, собственно, их и содержит. Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. Добро пожаловать в клуб «Денег достаточно». Я Артем Галухин, и если вы хотите устроиться в жизни без чрезмерного самонасилия и прочих вибраций со вселенной, то вы попали по адресу. Присоединяйтесь к клубу на Бусти. Мы не продаем ни свое мнение, ни рекламу в наших видео, поэтому только вы можете нас поддержать донатом или, собственно, подпиской и вступлением в клуб. Кто не подписался, я не виноват. А мы давайте приступим. И сегодня у меня для вас аж 9 идей о том, что можно купить за $200, за $100 или вообще бесплатно, как ни парадоксально, чтобы капитально улучшить свою жизнь. Итак, я сортировал идеи по мере нарастания крутости, поэтому советую смотреть до конца, там все самое вкусное. Также советую запастись чем-нибудь пишущим или хотя бы в телефон закинуть, не знаю, 1, 2, 3 идейки, которые вам подойдут, и обязательно их реализовать. Почувствуйте на себе, как жизнь стала прям разделиться на до и после где-то. А если напишите еще в комменте о том, как у вас это получилось и какие вы эмоции от этого ощутили, будет вообще прям топище. И открываем сегодняшний выпуск рубрикой «Бесплатно без смс и за регистрации», потому что первая идея, она абсолютно бесплатная. Правда, актуальна она не всем, но если вдруг вам не актуальна, то и вообще замечательно. И я предлагаю перестать думать о пассивном доходе, а вместе с ним и об идее разбогатеть, закинув денег куда-нибудь в казино, в инвестиции, в непонятные, в бинарные опционы. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Весь вот этот волшебный быстрый доход. Если кратко, то все это прогрев доверчивых граждан на их кровно заработанные денежки. Если же говорить более полно, то я аж целый большой выпуск исследований сейчас готовлю про подобные инвестиции. Возможно, он уже лежит на канале. Если так, то в конце видео уже будет на него ссылка. И да, в теории, конечно, пассивные инвестиции существуют. Не буду тут отрицать прям как факт это. Но идея в том, что чтобы там нормально зарабатывать, нужно либо иметь капитал, либо нужно иметь какие-то особенные инструменты для этого, чего, скорее всего, у нас с вами нет, и значит, не стоит раскатывать на это губу. И, кстати, какой-то странный канал в телеге, в котором публикуют инсайты про крипту или там, чья команда победит в каком-то спортивном мероприятии, это вообще не инсайдерская торговля и даже не источник информации, которому доверять. Стоит запомнить это, да. И еще в этот же огород такой камень, что если те усилия, которые люди тратят на то, чтобы научиться торговля интрадей, вот эти вот технические анализы освоить. Если вы понимаете, о чем я, да, торговля на рынке. Там же большие толстые книги, это же огромное количество информации. И вот если эти силы потратить на то, чтобы, например, новую профессию освоить, где вам еще гарантированно будут платить деньги за потраченное время, то оно все гораздо эффективнее будет. И желательно еще отписаться от всяких там источников, где вам капают на мозги о том, что вот надо сложный процент нести куда-то, здесь вот хайпы, здесь надо раздувать пампы-дампы, покупать им крипту и все такое прочее. Зачем лишний раз искушаться? Второй совет уже из разряда кайфушки за сотку. Я предлагаю просто сделать заначку. Мне понравилась идея, не помню, в какой я книге ее подцепил, о том, что каждый раз, когда вы откладываете деньги, вы платите их себе. То есть остальные деньги вы отдаете тому, кто вас кормит, тому, кто вас одевает, а эти вы кладете для себя. Ничто так не греет душу, как осознание того, что где-то у вас есть заначка, и некоторые невзгоды жизненные, они вас обойдут стороной. Если у вас уже есть привычка откладывать, значит, вы в этом вполне себе преисполнены, и да, надо ее просто поддерживать. Так, способ стать счастливее номер 3. И по кайфовости я бы его мог поднять и повыше, но он, зараза, дорогой. Здесь, скорее всего, сотни-то долларов сложно будет обойтись, либо прям очень четко придется выбирать и искать скидки. И о чем я говорю? А говорю я о покупке нормальных кроссовок. И говоря нормальных, я имею в виду не Джорданы типа таких, которые кеды, которые насилуют вам ноги, а скорее что-то типа вот таких беговых, трекинговых. Здесь в чем основной прикол? Во-первых, ноги — это инструмент, которым мы очень активно пользуемся, и от кроссовок зависит, и вообще от обуви зависит и здоровье самой ступни, и через нее косвенно и здоровье всего организма, то есть от скелета, который, начиная со ступни вверх, у вас может портиться или наоборот лучше сохраняться, и до внутренних органов, которые ко всему этому крепятся. И вот помимо того, что в перспективе ваша жизнь будет гораздо здоровее и счастливее
просто от того, что вы будете носить правильную обувь, вы еще можете завести очень интересные и прикольные привычки. Например, ходить гулять по вечерам. Это гораздо прикольнее делать в нормальной обуви, когда, как минимум, вы не испытываете дискомфорта от того, что, ваши ноги страдают. Так что резюмирую, все, что связано со здоровьем, оно вообще больше всего кайфов в жизни добавляет, и в том числе на перспективу гораздо лучше работает. Можно считать это инвестициями, нормальными, не как из прошлого пункта. Кроссовки еще и реально разделят вашу жизнь на до и после. А еще их можно любить, еще их можно коллекционировать. Вокруг кроссовок очень много интересного всякого. Выбирать их, конечно, лучше в офлайн-магазине, где вы можете их обязательно померить на свою ногу, прикинуть, походить, и вы сразу ощутите разницу, если вы ходите, например, в обычных кедах или в туфлях, тем более, и вот эти кроссовочки надеть. Даже если вы в кроссовках в обычных ходите и оденете беговые, разница будет. Также, если интересно, советую посмотреть какие-нибудь каналы. Есть очень много всяких разных обзоров, где сравнивают модели, рассказывают, какие для профессионалов, какие для любителей. В общем, вы поняли, да? Кроссовки — это круто. Это до и после. Моя жизнь разделилась именно так. И вот мы перешли к идее номер 4. Идея эта хотя и бесплатная, но жизнь прям капитально точно улучшит. И вот о чем я говорю. Я предлагаю пройтись по разным соцсетям и вычистить, можно в принципе все свои подписки вычистить, как бы убрать лишнее, но главное вычистить оттуда то, что касается новостей. Вроде бы очевидный, да, совет, особенно в последнее время, но тем не менее, как бы, если вы вдруг, как я, например, переживаете, что вы все интересное пропустите и как бы мир без вас там перевернется, можно ставить один какой-нибудь канальчик, который более-менее вашу позицию относительно новостей разделяет. Главное, чтобы этот канальчик не был радикальным. То есть, например, когда вы читаете новости в каком-то канале и у вас начинает резко все бомбить, гореть и как бы мир рушится, то, скорее всего, это как раз тот контент, который не стоит потреблять. Тут еще, что важно отметить, есть такая позиция, то есть люди думают, что это все пропаганда с одной стороны, пропаганда с другой, и вот истина, она где-то между ними находится, и потребляют и с той стороны контент. Так вот, это вообще ни разу не так. Во-первых, врать могут и те, и другие, и истины может не быть ни там, ни там, она может быть на какой-то из этих сторон, а пропаганда, она всегда в кого-то целится, и если вы начинаете потреблять ее с разных сторон, то ваша голова просто, ближе к бедам с головой как бы находится, и лучше так не делать. Так что, как по мне, идеально вообще не потреблять такой новостной контент, либо уж если потреблять, то к минимуму свести. У меня так остался один канал с новостями, я вот его там с утра проснулся, зубы почистил и полистал. Бывает еще вечером полистаю, хотя там обычно уже новостей не появляется. Опция номер 5 для тех, у кого в душе жажда приключений и в кармане $100. И я предлагаю съездить куда-нибудь в путешествие. И тут вы мне скажете, какое путешествие за $100? А я объясню. На самом деле есть варианты буквально за бесплатно. Достаточно в своем же населенном пункте, там, городе или деревне, просто взять и пойти пешком туда, куда никогда не ходил. Это может быть даже там соседний двор или соседний район. И даже это можно считать вполне себе приключением. И путешествием так уж точно. И возможно вы даже замечали тоже, что в современном мире как-то принято думать радикально. То есть типа вот если я уж поеду в отпуск, так обязательно на Мальдивы, а если на Мальдивы не поеду, так и никуда мне не надо. А в итоге случаются такие ситуации, как у меня однажды была. Когда-то я жил в Питере, на Озерках, учился в институте, и, помню, шел по улице и встретил бабулю. Бабуля старенькая, лет за 80, наверное, ей было. И она меня спрашивала, как пройти в больницу. Я вот, говорит, первый раз выбралась в этот район, я-то вообще живу всю жизнь в соседнем, и из него никогда не выбиралась. Как бы мне с тех пор и до сих пор грустно за людей, которые, как-то настолько им не интересен окружающий мир, что они замыкаются в рамках своего района. Это, наверное, вообще супер исключение. Но, тем не менее, многие из города из своего никуда не выбираются никогда. Хотя, мне кажется, гораздо интереснее мир познавать в реальности, чем по новостям, там, играм компьютерным. А что касается мест, то тут я от себя могу еще такое сказать, что в целом-то я много где был, и на вулканы на Бали, там в Индонезии поднимался, и на шарах в Каппадокии летал, и в Гималаях был, и в Патагонии. Но мои любимые, наверное, самые запоминающиеся приключения были, когда мы с Леной, с женой, с автором канала, собственно, ездили на машине, например, в Териберку, ночевали там прям в багажнике УАЗа Патриота, или когда мы катались вокруг Ладоги, или когда ездили на Северный Кавказ. Там и природа крутая, и само путешествие, вот само приключение, оно все равно стоит дороже, чем любые деньги, которые вот вы типа больше потратили на какую-то поездку. Так что, резюмируя, прям настоятельно советую с деньгами или без денег, но изучать мир вокруг. И в таких ситуациях даже соточка, она на самом деле может очень интересное приключение вам подарить. Идея номер 6. Условно я ее оцениваю, конечно, в $200, но здесь, я думаю, можно поспорить в комментах, потому что для кого-то это может быть и дешевле, можно пойти условно это сделать бесплатно, а для кого-то это будет явно казаться сильно дороже. И в большинстве случаев платно оно, наверное, дороже и будет. И говорю я о том, чтобы сходить и вылечить зубы. Не знаю, как у вас, но вот я 87-го года рождения, и я помню, как я в детстве ходил лечить зубы. Ощущение, когда тебе как будто отбойным молотком просто долбят куда-то в зуб, и, или буром по бетону,
сторону очень не очень-то приятно, да, там тетенька еще какая-нибудь такая, типа, не очень добрая, которая на тебя кричит. Так вот, с тех пор очень многое на самом-то деле изменилось. Сейчас ходить лечить зубы, это значит, что вам делают безболезненный укольчик, а дальше самое стрёмное — это просто пролежать час с открытым ртом. Причем есть даже сервис, когда на зуб надевают резинку, там растягивают ее по рту, и даже вот эти ошметки зубов вам в рот не летят, ну что, мега уровень комфорта просто. Но тут есть, конечно, нюансы, да, надо найти своего врача, свою клинику, чтобы не получилось, как у меня как-то было, когда мало того, что попал на деньги, мне просто зарядили постфактум за там залеченный зуб, какие-то космические деньги, так меня еще и лечила какая-то стажерка, и она вот эти ковырялки, знаете, железные есть в зубах, она мне, походу, обломала его там кусочек, и в итоге забетонировала прям в зуб. Вот, так что я теперь терминатор хожу с железным остатком в зубе. А почему же при этом все равно я советую пойти и вылечить зубы? Да, все просто, на самом деле. Мало того, что как бы зубы — это ворота в наш организм, и, собственно, все, что мы едим, оно проходит через зубы, от того, как мы это прожевываем, зависит наше пищеварение, и там дальше по цепочке все остальное. Ну и просто, как бы, если вы знаете, что вы можете улыбнуться и не будете от этого стесняться, жить становится как-то проще, веселее, радостнее, вы себя чувствуете более уверенно. Да запах изо рта может пропасть там. Зубы просто такая штука, которая, вот вы сегодня их не вылечили, да, там, а через 10 лет они все как бы вывалятся. Советую не жалеть на это деньги, идти и тратить. Вот, я нескольких зубов лишился, и об этом очень жалею. Тем более, опять же, позаботьтесь сейчас, через 10 лет себе же сами скажете спасибо. 7-й пункт. Пункт для тех, кто хочет капитально изменить жизнь на халяву. Уровень кайфушек здесь будет довольно индивидуальный, для всех по-разному, для кого-то вау будет вскрытие сознания, для кого-то обыденность. И говорю я о том, чтобы выкинуть шкаф. Такая у меня мысль. Разумеется, это лишь полсовета, потому что если вы выкидываете шкаф, ну, там, сервант какой-нибудь, не знаю, вот этот, со стеклянными дверями, то остается проблема номер 2, куда деть все, что в нем было. И это как бы часть, собственно, идеи, что это надо куда-то отдать, раздать, я не знаю, выкинуть, ну или распихать по другим шкафам. Идея тут в чем? Мы в целом на канале уже толкали идеи про минимализм, будем еще толкать, забегая вперед. И вот тема с выкидыванием шкафа, она как бы делает шажочек в эту сторону, в этом направлении. Вы, избавляясь от шкафа, во-первых, освобождаете место, во-вторых, у вас меньше возможности куда-то барахлить всякие вещи, что тоже иногда ограничивает вас от покупок, останавливает. Ну, выгода, по-моему, явно налицо. Освобожденное вот это вот место, ну, как бы, и просто место в квартире, вы там можете условно спортом начать заниматься, вот на этом пятачке, которым теперь вы можете расстелить коврик для йоги. Можете туда поставить что-нибудь, или можете просто наслаждаться тем, что у вас стало просторнее в квартире. И тут у меня еще есть одна история такая грустная очень про тоже бабулю, как ни странно. Мы как-то жили в центре Питера, и под нами жила бабуля. Однажды, видимо, ночью у нее что-то затлело, но смысл в том, что с утра там разгорелся целый пожар. И вот пожарные, они долго пытались попасть в квартиру, и у них не очень это получалось, просто потому что она вся была завалена барахлом, буквально под потолок, то есть там какие-то стопки книг стояли. Ну и, возможно, это могло стать причиной того, что ее не успели вовремя спасти, вынести на улицу. И уж точно это стало причиной того, что она где-то проглядела, ну, возможно, уголек какой-то упавший или что-то, и это все начало тлеть. Вот, поэтому обрастать вещами, оно может быть, ну, вот, жизненно буквально опасно. Я уж молчу о том, что, ну, каждая вещь, какую-то часть нашей жизни она забирает. Как в виде денег, так и в виде энергии, которую надо на нее тратить. Поэтому я вижу в этой идее ровно 0 минусов и сплошные плюсы. Выкидываем шкафы и избавляемся от ненужного мусора. Ну, опять же, можно не выкидывать, можно отдать куда-то, раздать, разместить на сайты с объявлениями. Ну, я думаю, вы меня поняли. Идея номер 8. В целом ее можно реализовать и на халяву, то бишь бесплатно, но я советую просто интереса ради сходить и потратить там, $100 условные, чтобы найти какой-нибудь прикольный курс у автора, который вам понравится. Говорю я об обучении фотографии. Не надо там становиться ультра-мега-фотографом, обрастать дорогой техники. То, о чем я говорю, это базовые знания. Есть курсы, я уверен, сейчас их много уже, где вот вас прям учат самым-самым основам. На это потратить надо не так много времени. Вас научат композицию ставить, как работает цвет, там, бла-бла-бла. Я просто когда-то учился на фотографа и думал, что мне это будет интересно, но когда попробовал пофотографировать за деньги, мне оказалось это скучным, но тем не менее, с тех пор я очень-очень много в свою жизнь всякого разного наснимал, и это очень прикольно, что я сейчас могу открыть там фотоальбомы свои какие-то цифровые и полистать, прям прочувствовать все вот эти впечатления из каких-то там поездок, с разных событий. Это же дорогого на самом деле стоит, а наш мозг, не надо его тут переоценивать, он все забудет, ему как бы, что не записал, не написал, он все забыл. А наша жизнь, как мне кажется, это просто вот, собственно, проживание разных эмоций, набирание опыта, впечатлений. Ну, в конце концов, на старости это круто будет полистать. И чем раньше вы этому научитесь, тем больше у вас будет контента и
тем прикольнее это будет. А особенно совет актуален тем, у кого дорогущие телефоны, какие-нибудь айфоны, а все, что на них фотографируется, это, знаете, эти счетчики типа электрические, чтобы показания не забыть и передать там куда надо, чтобы заплатить. Ну и парням отдельно на заметку, девушки нынче очень любят себя в инстаграмы, там еще куда-то попостить, и они на самом деле будут очень уважительно относиться и к вашему навыку фотографирования, если таковой у вас будет, и за это вас будут любить больше. Ну а девушкам, думаю, на самом деле этот совет немножко излишний, потому что я уверен, все повально уже курсы всякие прошли и фотографировать научились. Финальная на сегодня идея, прям король пункт, мой любимый пункт во всем мире. Когда-то, года 2 назад, я проходил курсы ораторского мастерства, и в конце надо было выступать с речью. И моя речь там как раз была тоже про то, как быть счастливым, там тоже у меня были какие-то пунктики, и вот этот пункт, он там присутствовал, и так смешно получилось, что те, кто меня слушали, они в основном его и запомнили, а кто-то даже записал, настолько он им понравился. И идея это звучит как: купите крутой матрас. Даже если у вас нет кровати и вам нужна целиком кровать, как бы я бы посоветовал пойти найти где-нибудь, не знаю, бесплатные палеты или из каких-нибудь досок сколотить себе подиум, но на все деньги максимально купить именно матрас. Да, кстати, эта идея из разряда $200 я бы ее оценил, но в целом можно и за 100 что-то найти, а что будет лучше гораздо, чем всякие там диваны, тахты и что-то прочее, да, но за 200, я думаю, можно найти что-то еще на порядок лучше. Так вот, вернусь к нахваливанию. Если вдруг вы хотите купить iPhone, я советую взять предыдущий iPhone и на сдачу матрас, потому что матрас вам принесет гораздо больше эмоций и радости, чем новый iPhone. Тем более они между соседними версиями нынче как-то вообще не особо отличаются. Как только вы купите матрас, хороший, кайфовый, на котором вам будет нравиться спать, вы сразу заметите, как ваша жизнь прям разделится на до и после. Как вы начнете высыпаться, будете довольными, радостными жизнью, у вас перестанет болеть спина и рандомные органы, просто непонятно почему. Суставы скажут вам спасибо. Мы с Леной однажды останавливались в Таиланде в 5-звездочных отелях. Один был в Бангкоке, другой на Пхукете. Вот вы видите картинки. Очень красивые места, вау, все замечательно. Но единственное, почему бы я туда вернулся, это потому что там были просто божественные матрасы. Да, я умею делать матрасы, они там делают их как-то из латекса, и, видимо, вот в этих 5-звездочные отели, я не знаю, что они там такое кладут, но это что-то, где бы мне хотелось уснуть просто вечным сном, как бы это ни звучало. Да, я мог бы стать идеальным продавцом матрасов, но здесь бесплатно, специально для вас, инсайт с этого канала. Повторюсь, это что-то из разряда за 200, но оно гарантированно того стоит. Тем более, что матрасы, ну, они нормально долго служат, как бы там 5 лет это точно, я думаю, скорее даже 10 и больше. Напоследок, чтобы еще преувеличить ценность матрасов, я просто расскажу, что я живу в Буэнос-Айресе, и здесь каждый бездомный знает, что чтобы обеспечить себе минимальный, необходимый и достаточный уровень комфорта, достаточно надыбать где-нибудь матрас. Вот, поэтому состоятельные бездомные. Ну, это в целом грустно, конечно, но они ходят с матрасами, как бы, а те, которые несостоятельные, у них матрасов нет. Резюмируя, я дал вам в этом видео аж 9 идей о том, как изменить свою жизнь за 0, за соточку или за 2 соточки долларов. У нас таких идей еще есть, поэтому, если вам такой формат нравится, голосуйте лайками. Соберем 100 лайков, я прям сходу начинаю снимать новое видео. И кто не подписался, я не виноват. Пропустите все самые крутые идеи. И вот у нас, собственно, самое главное время выпуска, время конкурса. Сегодня конкурс. Нужно написать в комменте какую-нибудь историю о том, как вы наилучшим способом потратили 0, 100 или 200 долларов на капитальное улучшение своей жизни. Подробности конкурса в закрепленном комменте, поэтому обязательно прочитайте, чтобы понять, как, собственно, выиграть-то в конкурсе. И лучшие комменты, мало того, что получат призы в виде бесплатной подписки на месяц на наш Бусти, так еще и попадут в следующие выпуски этой, надеюсь, будущей серийной передачи с указанием авторов. Страна должна знать своих героев, так что не стесняйтесь, пишите ваши крутые советы, пусть все о них знают. Чтобы продолжить марафон поглощения полезного контента с нашего замечательного клуба, вот вам прям рекомендации, что можно посмотреть. И я Артем Галухин, это клуб «Денег достаточно». Пока-пока.